видео. Это первое по новой машине. Ну что ж, смотрите, что я выиграл и зачем я еду, за какой машиной я еду сегодня. Да, и почему не сам на эвакуаторе еду. Поэтому всем привет, приятного просмотра, поехали. Долго не было ничего нового, но есть на то причины. Первая причина, потому что все-таки из Америки аукциона в Европу везти тоже время занимает, это первое. Второе, продавались те машины, которые уже сделаны. Да, на сегодняшний момент. Но проданы белая сразу же продалась, очень быстро. Ее забрали там прям моментально. Вот, серебристую хотели забирать, но не отдавали. Надо было, короче, продавать сразу. Ну, ладно. Вот. 2 из 3 продались. Одну, эту черную, я делаю. Но сейчас не об этом. Сегодня я уже оплатил эвакуатор до Клайпеды и обратно. А это значит, что приехала новая машина и она растаможилась. Вот. Конечно же, чтобы ее купить, я много вариантов перебрал. И много вариантов очень играли. И вроде много вариантов выиграть должны были, но все как-то не получалось. И даже настойчивость ничего не помогала, потому что бывало такое, что одну и ту же машину отправляли на 3 круга аукциона. Ну, то есть страховую не устраивала цена. И она через неделю еще выставлялась на торги, чтобы сыграть ее чуть дороже. Вот. Но все равно не игралась. И не 3, не 4 раза. Не получалось выиграть машину. И просто страховая снимала с аукциона машину. И принимала решение, что сама лучше отдаст ее в сервис, ее восстановит, и она дороже продаст в Америке ее, чем на аукционе продать. Вот. Да, пока стоим, скажу. На всякий случай я заказал подкаты для эвакуаторов, такие как-то каретки такие металлические с колесами, но они усиленные. Пришли хорошие, там очень толстый металл, все, колеса очень крепкие, надежные. Каждая из кареток, по-моему, я 2 заказал с поворотными такими, ну, которые колеса крутятся. Они выдерживают 800 тонн нагрузки на одну карету. Вот. А 2 я заказал, ну, там эвакуационная называется. Они просто статичные, у них колеса просто прямые, большие, толстые ролики, их там очень много в ряд стоит, они 200 тонны на одну выдерживают. Почему так? Потому что машина не легкая, это вам спойлер на будущее. Вот. Ну, вы и так через пару минут все увидите, узнаете. Машина не легкая, поэтому решил взять с запасом. Заказал это, и Донкрат тоже на всякий случай усиленный заказал, потому что она тяжелая, опять же, и на эвакуаторе, может быть, понадобится ее немножко поддонкратить, чтобы эти подкаты поставить под колеса, потому что колеса могут быть заблокированы. Но в общем и целом купил новую машину. Приятного просмотра. Вот смотрите, это первая Audi, которую я хотел купить. Торговались мы 4 раза, как видите, он и 14, 12 там было тысяч. Последняя вот недавно, ну вот только что за 9 с чем-то. 9 с копейками хотели сыграть, но нам ее опять не отдали. Вот, не отдали ее нам и выставили по buy now за 14 с лишним тысяч. Эта цена не устраивает нас, поэтому, чтобы не затягивать, у меня был второй запасной вариант. Вот эта Audi, она тоже сегодня торговалась, ее не сторговали, тоже выставили по buy now за 12 с хвостиком.
12-14, 12-14, я уже точно не помню, сейчас покажу. Тоже ее торговали 2 раза, сегодня 2-й раз. Вот, ее не отдали. Финальную ставку кто-то сделал 9400. Страховой аукцион ее не отдал, и тоже выставил по байнам. Вот, соответственно, вот видите, ставка. Чтобы не тянуть, так как это уже такая ситуация, наверное, 4 или 5, когда машины я играл, и 1, и 2, и 3, и 4 раза их все время отправляли в новый аукцион. Было такое, что машину играли, ее поставили по байнау за 14 тысяч. Я подумал, что выиграю дешевле, и ко мне в торги через неделю кто-то влез новенький игрок, и в итоге он перевез ставку и выиграл ее за 14,5. Поэтому, чтобы не затягивать эту машину, я решил забрать. Вот ее фотографии. Повреждения были по подвеске, как видно. Да, правое колесо вырвало лак, а левое просто завернуло. Ну и там по двери накладки, ну из видимых повреждений, что было. Подушки не сработали, все целое. Вот. Да, она чуть-чуть. Она 23-го года, там 25-го. Но там не чистый, там 25-й, там 24-й был год. Но ничего страшного. Вот так повреждения. Основные, которые были видны. Получается, вот у нее вал вырвало. Да. Шаровая опора тоже вырвала с кулака. Там повреждилось крепление кулака. Вот данные. Заряд аккумулятора 34% у нее. Салон вроде аккуратно чистый. Один ключ, как заявлено на аукционе. Так, теперь вот салон покажу. Панораму, которую я сразу заметил. И буквально вот недавно, ну перед торгами, я только обратил внимание, когда внутри салона начал осматривать, что у нее еще и панорама есть. Вот. Салон, в принципе, как у всех одинаковый. Аккуратный, чистый. Машина новая. Ну что, всем привет. Позавчера выехал поздно, но приехал в Литву. Вот. И вчера утром сразу же начали поехал оформлять документы. Водитель ждал, меня оформил документы и утречком машину забрали. Собственно говоря, вот она, уже на месте. Это e-tron, 23 год, Run and Drive, безопасность все целая, удар был по подвеске. Ну, подвеске и что-то вот здесь с дверью, со стеклом, ну вот с дверью, со стеклом произошло, там пластик задрало, пластик, вроде я его видел внутри, но это не точно, нужно еще смотреть. 20-ки колеса разноширокие, по-моему, да, 255 на 45 сзади, а спереди 235, по-моему, на сколько-то 20-ки стоят. Вот, сзади хорошая резина, какая-нибудь тут. Он черный, в антихром пакете, это кузов Sportback.
Да, хотел спортбэк, потому что, ну, мне кажется, они более такие выигрышные по внешне смотрятся. Антихром пакет, это 50-ка. Да, на полный привод, кватро. У нее тут, короче, 360 камеры. Почему? Да, не почему, а просто что... Да, вот. Или это датчик. Не, ну это камера. Да, это камера. 360 камеры. Тут S-Line, S-пакет у него. Черный салон. Не утупанный. Панорамная крыша. Наполовину закрыта. Да, по подушкам все вроде целое. Ремни, все нормально. Ну, короче, удар был по подвеске. Удар пришелся чисто по подвеске. Так, сервисную я, да, забрал. Еще. Что у нас тут? Это что? Это отодвигается. Я думаю, там шуфлятка. Вот. Угу. Это просто. Нет, тут одинарный подлокотник маленький. Беспроводная зарядка. USB. Вот, передние колеса. Правая вот это. Тут какой удар? Тут по подвеске удар. Там он ось вырвала. Не знаю, видно, не видно. Ну, короче, вон. Да, ось вырвала. Тут кулак. По-моему, шаровая там слетела. Да, ну там треснул кулак. На шаровой там такой зажим. И ушко одно треснуло. Но кулак я заказал. Конечно же, рулевой наконечник согнула. Да не, наконечник вот, да. А это рулевой рычаг. Его согнуло, но я его заказал тоже. Тоже вот стойка стабилизатора. Я ее тоже заказал. Нужно новую. Да. Единственное, вот этот вот рычаг. Пластиковая защита на месте. Обычно ее вилами сдирают. Да. Так, ее я тоже закажу, этот рычаг, потому что, ну, он недорогой, а если чуть кривой, то не очень будет приятно. Амортизатор еще разберемся. Если кривой, то буду менять. Благо здесь и бэушные хорошие есть, оригинальные. Там пробег что-то по 10-11 тысяч на их. Вот. Ну и заменители и оригинальные новые. Ну я не буду. Если новые, то я не буду ставить оригинальный. Переплачивать не знаю, не хочу. Просто куплю хороший. Конечно же, защита разлетелась. Вот это. Тут есть такие царапинки, но они полировкой. Да и так вон, я вижу, убираются. Немножко вот крыло повреждено. Да, крыло повреждено. Скорее всего, буду менять крыло правое. Да, жалко, но нужно. Чтобы машина новая должна выглядеть новая. Хорошо. Да. Камеры. А еще из этого всего. На, вот решетка разлетелась. И нужно будет ее менять. Потому что вот эта часть, вот там, вон там ошметки даже лежат, треснула. И нету нижней вот этой вот, это есть, а тут такая еще есть накладка пластиковая, матовая. Ее нету. Нужно поискать и купить. Бампер, естественно, буду снимать, потому что, может, и не буду, потому что решетку ж нужно как-то ставить, вот эту. Ее нужно снимать. Но, скорее всего, может быть, я обойдусь снятием вот этой нижней губы только, а не всего бампера. Так, что дальше? Тут, конечно, я не видел этого, но колесо было завернуто. Короче, тут тоже рулевая, не этот, блин, как его, ну, наконечник тоже буду менять. Рулевой рычаг этот, который в рулевую рейку крепится, тоже погнуло его. Вот, что еще? Ну, чуть крепление, это ерунда. Это подогну, отстучиться молотком, все будет нормально. На кузовной герметик как минимум прилеплю, потому что точки сварные целые. Вот, тут целая, но повреждена вот магистраль тормозная, вот она, видите, она вот тут должна быть, вот.
Ее вырвала. Буду смотреть. Либо эту как-то найду кого-то, кто может подрезать, развальцевать и туда засунуть, восстановить. Ну, либо новую трубку просто буду менять. Но, скорее всего, развальцовкой обойдусь. Просто нужно найти человека, либо комплект купить самому. Обрезать, там ничего сложного нету. Оно тут вставляется, ну, гайка заводится, вставляется и потом зажимается, и все. И оно на уплотнениях зажимается. Да, тут тоже рычаг, вон, нужно менять его. Это однозначно. Ну, тут, в принципе, то же самое. Конечно, стойка вот целая вроде как, да, но лучше поменять. Там поменяю стойку, наконечники, рычаг. Тут кулак целый, ничего не сломалось нигде. Вот, поэтому все хорошо. Так, давайте я вам покажу ее снаружи. Вот так она выглядит издалека. Да, еще зеркало, вот повреждение, не знаю, как это так, но, короче, крыло целое, все, да, а вот дверь, она такая поцарапана, погнута, короче, неприятно. Это еще и алюминий, буду думать, что лучше сделать, выровнять, покрасить, ну, дешевле, либо же купить просто новую, да, потому что дверь не дешевая, алюминиевая, да. Но тут есть нюанс. Чтобы эту сделать, во-первых, нужно всю плоскость выровнять. Это ПДРщику отдать. А это точно минимум 1000 злотых. И потом еще столько же на покраску покрасить. Поэтому нужно посмотреть. Потому что в идеале дверь стоит 2500. Ну, это злоты, я вам сейчас говорю. Я просто нашел. Есть, в принципе, дверь дешевле, да, дверь дешевле. У нее небольшие вмятинки. Может быть, станется так, что я сэкономлю, куплю дверь, где есть просто вмятинка, подъеду к ПДРщику, спрошу, может ли он это выровнять, вернее, а потом только куплю. Если сможет, то я куплю. И я, может быть, выйду на ту же сумму. Хотя, если она тоже... В общем, посмотрим. Нужно менять обязательно. Покупать, вернее, зеркало целое. Вот это вот хорошо, потому что обычно вот этой накладки нету. Черной. Черный еще. А вот этот пластик, он есть везде. Поэтому бэушную купить. И все. Смотреть только на сколько пинов. Потому что здесь есть зеркало, да. Короче, мне нужен вот этот корпус пластиковый весь. Потому что это целое, все целое. Да. Отлично. Так. Что у нас? Ну, тут у нас грязь. Механическая регулировка колонки. Подрулевые лепестки. Там что-то электрическое. Воздуховоды. Номер, кстати, забрали. Думал, что чего? Хогтверстен University. Wildcats. Дикие коты. Номер красивый был, судя по рамке. Номер должен был быть красивым. Ладно. Жалко, что забрали, ну ладно. Потому что даже при выгрузке он лежал под лобовым стеклом. Да, там было видно. Может, ставлю фото, может нет. Но, короче, он посередине там лежал. Да, с машиной пришел один ключ. Один ключ, сервисная книжка. Ну, в принципе, все стандартно. Сейчас буду искать. Сейчас будем искать. Ой, разбираться. Что тут у нас? Какой-то комплект. Это, ну, ясно. Это у нас насос, которым ни разу еще не пользовались.
Хорошо, что его не забрали, как номерной знак. Так, а вон я вижу. Это крышка сзади, скорее всего, где-то должна быть. Так, это у нас часть пластика, который обломала. Да, вот он. Вот он как-то вот так должен был быть. Ну, короче. Резинку нужно вот эту. Вот ключ. Ну, сервисная книжка тоже была в комплекте. Да, ну, ключик один. Там еще такая история интересная с ключом. На аукционе не было ключа, вообще видно. Да. Ну, было написано, что есть ключ. О, какая-то система. Sonos. Наверное, какая-то прикольная. Вот, так вот. На аукционе не было видно, что ключ есть. Ну, ключ был. И я купил, да. И когда привезли машину в погрузку в порт, сейчас, да, это, кстати, колеса, покажу. Это вот, как ни странно, то, которое не вырвало полуось, вот так оно выглядит, то есть диску хана. А вот, которая вырвала полуось, там внутри царапины. Резина, конечно же, плохая, нужно будет на АВ менять. Тут вообще она порвана резина местами. Хотя по протектору, ну, не, нужно менять, да. Вот, менять, но не суть. То колесо я точно буду покупать новое. Да, вместо этого не знаю. Скорее всего, нет. Хотя тут царапинки вот есть, но, блин. Колесо-то хорошее. А внутри, там вот полуось, наверное, когда вырвало, там немножко повредило. Ну, поцарапало. Как повредило? Поцарапало. Это, конечно же, вилками. Это я знаю точно, вилочные погрузчики так делают. А про внутреннее повреждение, ну вот они. Царапины на алюминии. Не маленькие, но и не слишком глубокие. Просто царапины, да. Поэтому я это колесо отвезу тут рядышком на СТО. Снять резину. И он может выравнивать диски, потому что на черный уравняли уже. Попрошу, чтобы он проверил ровность диска. Если чуть кривой, пусть подровняет. Это просто у Етронов, у них большой очень пакет вот этих вот проводов всех. И это один из проводов. Там должны быть еще провода. Это полка. Ее просто достать. Она тут пока что не нужна. Полочка. Вот обычная. Из какого-то... стекловолокно. Да. Посмотреть, что там. Так. Сиденье назад. Так, вот какая-то накладка. Это на заднюю дверь. Широкая, да. Широкая. Сейчас мы ее посмотрим, проверим. Так, визуально вроде целая. Если да, значит хорошо. Тут это ерунда. По креплениям что? Ага. А вот и крепление. Видите? Ну, это направляющие. Да? Ну, слушайте. Одно было в кузове, я его достал. А вот оно и подошло. Да, все, идеально. Нет? Во, все. Сюда вот я его приклею. Отлично. И это подклею немножко. Все. Супер. Не нужно покупать вот эту часть, потому что на фото не было ее видно. Тут вот единственное, разогрею феном и чуть подогну обратно. И все. И все будет хорошо. Так. Там болты за закрутками. Это вчера колесо снимали с эвакуаторщиком. Да, сейчас расскажу быстренько. Короче, еще не лез под капот, но скорее всего на аукционе у нее этот аккумулятор
батарейку, не батарею основную аккумуляторную, на чем ездит машина, отключили, а разрядилась или отключили аккумулятор маленький. Вот, и поэтому она сейчас обесточена, и у нее, ну, соответственно, не драйв, ну, ни в какое положение не могу поставить. Колеса не заблокированы. Я купил вот эти вот подкаты. Да, их вчера спускали. Короче, эти подкаты поставили. Он лебедкой спустили. И так вот на поводе спускали. Потом переставили поуже эти такие рампы спускные. И уже под эти вот подкаты их подстроили и спускали. Но потом она уже задними уперлась в землю. И эвакуатор просто вперед по чуть-чуть подъезжал. Но с крюка не снимали, чтоб, ну, мало ли. Он отпустил крюк, чуть подъехал, отпустил, чуть подъехал. Ну и таким образом потихоньку сняли все. Да, кстати, вот у нас зарядка. Это типа для суперчарджа. Дополнительный разъем. Это для обычного разъем. Но это не сейчас. Я уже купил зарядное. Переходники тоже, чтобы и от сети заряжаться. Там такая интересная штука. На всякий случай, потому что я не увидел зарядного штатного здесь. Купил переходники для зарядных станций. Переходник, вернее. И чтобы заряжаться здесь. Так, а где ж тут что? Мне кто подскажет? Это вот я так понимаю. Не понимаю. Я не понимаю, как тут. Ну просто во всех американцах в крышке багажника есть такой крючок, за который, если потянуть, задняя дверь откроется. Блин, единственное что, вон там какая-то есть вещь. Лежала еще какая-то штука. Ее забрали, потому что вот заглушка. Но от этого никто не застрахован. Я это уже понял на примере с А6 черной. Черная фурия, которая еще единственная, которая осталась. Вот. Потому что остальные все уже продал. Это единственное осталось. Да. Что там разобрали машину хорошенько в Литве. Единственное, вон там вот отверстие есть. Может быть. Мне туда нужно отвертку просунуть и вверх потянуть. Но это не точно. Лезем туда. Видим что? Видим какую-то посадочную. О, да. Ай, блин, какое что тяжелое, зараза. О, все, положу отвертку, чтобы не закрылась только. Да, короче, я не проверял эндоскопом, потому что подумал, что, ну, ой, блин, в Америке стандарты есть определенные. И они в любом случае должны были это сделать. И я не ошибся. Они просто раньше делали крючок, который болтается, а сейчас сделали проще. Просто отверстие. О, царапка такая. Ну ладно, это ерунда. Сейчас сделали проще. Ой, с электроприводом, даже багажника. Круто. Да, очень круто. Это вот сюда. Чтобы вместе поднималось. Все. Да, там отверстие. И на него просто надавить, чуть вверх поднять, и все. Больше ничего не нужно делать. Какие-то ограничители непонятные для меня. Так, чего же этот я не знаю был. Угу. Так. Понятно. Так, да, кстати. Вот тут вот я вчера нащупал в багажнике. Вот здесь он лежит.
этот крюк буксировочный. Что это, я не знаю. Вообще не знаю. Я здесь впервой. Поэтому так. Вот, все. Все, оно. Я понял. Вот оно что. Вот так вот. Все. Его так интересно закручивать нужно против часовой. Ну, откручивать, соответственно, по часовой. Все. Вот. Очень интересное, конечно, решение. Так, ну что, продолжаем. Вылезло солнце небольшое. С багажником разобрались. Все, на пневме хорошо. Наклейку отодрай. Блин, она такая плотная. Вся. Все, нормально. Ясно. Вот и уже пойду заказывать. Закончу этот осмотр первичный. Наконец-то так, она немножко в сторону. Ох, тяжелый какой. Да, кстати, капот здесь, как раньше, знаете, надо оставить. Вот. Хоп, все. Вот аккумулятор. Да, как я и думал, клеммы сняты. Да не снята. Одна клемма. Вот она. Поэтому ничего там. Кстати, она окислена, наверное. Тормозная жидкость, ее нету. Вот тут фишки какая-то нету, отсутствует. Или это что? Это и есть фишка. Все само по себе. Метки. Фара. Крепление, все целое. Так, ну а так вроде все целое. Лонжероны, все в порядке. Новая машина. Омывайки, бачок. Омывайки целая. Полностью заполнен. Уплотнитель немножко не там, где нужно. Стоит. Его вот сюда вот. Да, вот так. Да. В общем и целом, что мне нужно? Блин, крыло тоже не хотелось бы покупать, но из-за этого вот нужно покупать крыло. Вмятина. Тут такое вот, видно, продавленность небольшая есть. Но. Может быть получится, может нет. Может крыло не стану покупать. Использую это. Посмотрим. Слушайте, ну тут все целое. Да. Все на месте, все целое, только нет вот этой защиты такой тут должна быть. Антифриз на месте. Это что у нас? Это у нас это тормозная жидкость. Это. Да, это тормозная жидкость у нас. Катушки, кондиционеры. Ладно, давайте так. Скажем так. Я сейчас возьму, наброшу провод минусовой на этот аккумулятор. И мы посмотрим, какой у него уровень заряда. Да. Клемма вся грязная, нужно вытереть тряпку. Так, до этого нужно хорошенько все осмотреть. Нету ли нигде проводка, не проводка, что-нибудь такое. Кинул клемму, что-то завстрикало, зашмыкало, тут все на свете. Так, да? Сейчас проверим. Да, вот приветствие.
32% заряда аккумулятора. Слушайте, ну это как на торгах на фото. То есть, ну молодцы ребята в Америке. Они, получается, сразу же аккумулятор welcome as the sound you the use. Я понял, это потом я разберусь. Welcome, блин, да. Прикольно. Подогрев, регулировка, сложить. Нулевое положение, ага. Ну-ка. Нажимаем и открывается. Отлично. Доводчиков нету. Нет, доводчиков нету. Ой, ладно, хрен с ними. С этими доводчиками. Так, багажник, вторая полка багажника. Это я немножко плохо вставил. Получается, что? Получается закрыть. Все, это работает.